Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 9 февраля 2022 года. Поговорим о народном празднике в этот день, поговорим о народных приметах, поговорим о том, что можно делать в этот день, почему в этот день нельзя делать определенные операции для того, чтобы не привлечь беды и проблемы в вашу семью. Уделим внимание лунному календарю и в конце видео ответы на ваши вопросы. И, например, какие слова нужно повторять, говорить во время уборки, а также когда подметаете пол или протираете пыль. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра! 9 февраля церковь чтит память преподобного Петра Египетского и отмечают празднование Златоустого огня. Праздник получил свое название в честь архиепископа и богослова Иоанна Златоуста, который проживал в Константинополе. Во времена своей жизни он получил название Златоуст за свои достижения в ораторстве, а сам день стали так называть, как Златоустьев огонь, потому что к домашнему очагу относятся с особой внимательностью и трепетом. Наши предки очень чтили этот праздник. Они топили печь, потому что считали, что этот огонь заменяет солнечное тепло в холодные зимние времена. Для этого использовали сухие травы в этот день, тонкие щепки сухого дерева, обязательно березы, потому что именно она предназначалась для растопки печи. После этого наслаждались золотистым светом, который освещал избу. А делали они это для того, чтобы призвать в дом здоровье, достаток, мир и покой в течение всего года. А еще наши предки считали, что если растопить печь сырыми дровами, то вы самостоятельно можете к себе притянуть несчастье. Кроме того, если вы живете в квартире, вы живете в доме, где не предполагается, что вы сами растапливаете печь или камин каждый день, то в таком случае зажгите свечу и с этой свечой пройдитесь по всему дому. Таким образом, благодаря огню вы сможете изжить из своего дома негатив, который застоялся, возможно, у вас в доме, а также избавитесь от всего плохого. Помимо этого, святому Иоанну Златоусту было общепринято молиться для добавления мудрости и духовной грамоты. В этот день, 9 февраля, еще мир отмечает Международный день пиццы. Возможно, многие не знают, но любимое блюдо взрослых и детей впервые появилось в Неаполе. Это была Италия и ориентировочно в 1830 году. Сейчас во всем мире мы можем начислять около 200 вариантов пиццы с разными начинками. Однако за происхождение некоторые кулинарные эксперты могут поспорить, заверяя, что лепешками с содержимым лакомились еще и в античные времена. Если сегодня против ветра плывут тучи, то знайте, что это к снегу, а если запотели окна, то это к потеплению. Если вы в этот день заметите круглые верхушки от сугробов, то они предсказывают богатый урожай на весь год. А вот высокие тусклые звезды в тумане – снегопады с оттепелью. Зимой глубокий снег, значит лето будет дождливое. А вот если в бочке с квашеной капустой рассол уменьшается, это к морозу. А если он прибавляется, то это к оттепели. А еще можно судить в этот день и по луне. Если луна ночью белого цвета, то знайте, что еще будут холода. А если красноватая, к сильному ветру. Крупный рогатый скот стучит задними копытами, то ждите снегопада. А если собака в снегу валяется, то это к вьюге и метели. Если в этот день будет таять снег, то знайте, что ожидаете в самое ближайшее время морозных дней. Особенными словами лечили зубную боль наши деревенские знахарки.
чтобы зубы не болели и навек закаменели. Ну а мы с вами можем сказать в зеркало именно в этот день, 9 февраля, следующие слова. Зубная боль уходи, зуб красивый и здоровый приходи. В этот день стоит отменить и поход к мастеру маникюра или лазерной эпиляции, потому что сегодня по народному календарю нельзя резать кожу и обжигаться. Имеет смысл оберегать себя сегодня и от повреждений дома или на работе. Сегодня можно порадовать себя разными процедурами, ну, например, массаж тела. Согласитесь, что именно эта процедура, до которой вечно не доходят руки. Поэтому порадуйте себя и свое тело. А вот хорошее настроение и расслабление на пару дней вам точно будет обеспечено. На Иоанна Златоуста запрещено совершать какого-то рода покупки. Согласитесь, что это очень хороший праздник, который даст возможность вам сэкономить деньги и пополнить общий бюджет. А вот если вы хотите вложить какую-то сумму правильно, то нужно найти другой день, когда даже нужно будет тратить деньги. Использовать эти деньги на благотворительность будет самой лучшей идеей. И вы знаете, фондов сегодня всевозможных очень много, но здесь только вам решать, к чему больше лежит ваше сердце. Пожертвовать деньги на лечение человека или передать деньги в приют бездомных собак. В этот день также не рекомендуется дарить ей подарки во избежание наложения порчи. Если вам кажется, что в мире наоборот столько праздников, что тяжело найти день, когда не нужно никого поздравлять. Но, как видите, такой день все-таки существует. И если вы вдруг оказались на дне рождения близкого человека, и, конечно же, по нашей традиции его нужно обязательно поздравить. Но всегда можно использовать проверенный вариант, предупредить о том, что подарок куплен, но он задерживается, а именно его доставка. И по прибытию вы обязательно вручите его виновнику торжества. Ну а чтобы именинник сильно не расстраивался, вы можете подготовить, например, красивый тост с глубоким смыслом, или если вы владеете музыкальными или вокальными способностями, то подготовить, например, небольшое выступление. Также обращаю ваше внимание, что 9 февраля нужно отказаться и от мытья головы. Для кого-то это задание кажется невыполнимым. Фактически очень большой процент людей на сегодняшний день в нашем современном мире моют голову каждый день. А у кого-то совпало, что голова стала грязная именно этим утром. Как хорошо вы знаете, что в наше время кто-то создал сухой шампунь, поэтому с его помощью вы сможете забыть на этот день про того, чтобы мыть волосы. Немножко сбрызнуть нужно, и никто даже не сможет увидеть, что у вас была ранее грязная голова. Не стоит также в этот день давать возможности ветру обдуть ваше лицо. Прапрадеды верили в следующее, что если такое случится, то можно лишиться красоты навсегда. Поэтому заранее, посмотрев прогноз погоды на день, не забудьте бросить к себе в сумочку небольшой платок, который при первой необходимости можно будет использовать, чтобы избежать такой вот неприятной ситуации. А если ожидается сильный порывистый ветер, то при возможности останьтесь дома. Также сегодня стоит порадовать себя блюдами из мяса, рыбы или грибов. Здесь можно использовать как старые проверенные рецепты, так и взять что-то новенькое с интернета. Если это мясное блюдо, то можете, например, себя побаловать говяжьим стейком в миндальном маринаде, а к нему запеченный картофель в духовке. Из рыбных блюд минтай в сметане с легкой пшеничной кашей. А напоследок вы можете приготовить изысканный пирог с лисичками и вкусным узваром. И, друзья, отвечая на ваш вопрос, какие же слова говорить, когда вы моете полы, когда вы подметаете или протираете пыль. Следующая практика, о которой мы с вами поговорим, она не привязана к Луне, поэтому вы ее можете проводить в тот момент, когда именно занимаетесь уборкой в доме. Поэтому вам нужно набрать ведро с водой и сказать 7 раз над ведром следующие слова: чисто-начисто
полы мою, от грязи дом избавляю, в семью называйте, что для вас нужно, например, деньги, удачу, здоровье привлекаю. Как вода грязная за порог уйдет, такие беды за ней потянутся, в доме моем не останутся. Эти слова сказали, после этого моете тряпочку и протираете пыль или моете полы. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 9 февраля 2022 года. По лунному календарю у нас с вами сегодня, друзья, 9 и 10 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Не стоит сегодня опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней. Он связан именно с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений. И вспомним великого Шекспира «Отравлений». Обращаем ваше внимание, что эти лунные сутки сложны еще тем, что человек все еще переживает те трансформации, которые произошли с ним накануне. Поэтому иногда даже трудно смириться с новым положением вещей и своими новыми взглядами. Сомнения делают любого уязвимым в этот день. Так что рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными с непроверенными связями и недоброжелателями, которые могут нанести удар в самое больное и незащищенное место. Не привыкнув к новой ситуации, можно легко поверить в обман, попасть в сеть иллюзий. Эти заблуждения впоследствии самым отрицательным образом могут сказаться и на карьере обманутого человека, и на его здоровье, и даже на личной жизни. Внешний мир сегодня будет атаковать плохими новостями, различными искушениями и не самыми положительными эмоциями. Раздражаясь на все эти волнения, по малейшему поводу можно проявить себя в этот день не самой лучшей стороны. Если заранее настраивать себя сегодня на полосу неудач, день таким и получится. Просто будьте настороже, контролируйте эмоции и не допускайте плохих мыслей. Только так можно спастись от негатива этого дня. Внимательный и детальный анализ всего, что будет сегодня происходить, поможет уберечь от враждебной энергии и избежать также неверных решений. Если все-таки не удалось избежать неприятностей, но знайте, что именно сегодня отчаяние и злость – это плохие попутчики. Поэтому все, что будет приходить сегодня в вашу жизнь, воспринимайте спокойно. Помни о том, что безвыходных ситуаций не бывает. И любая ошибка – это бесценный приобретенный опыт, который послужит вам неплохую службу в будущем. Обязательно исправьте тот негатив, который случился. Это позволит проявить вам с лучшей стороны себя. Также обращаем ваше внимание, что именно в этот день еще и приходят дурные вести. Постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции сегодня можно утихомирить дыхательными упражнениями, а день следует провести спокойно в будничных делах и трудах. Не стоит сегодня начинать ничего нового. Продолжайте делать то, что начали, или завершайте начатые дела. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании. Что же касательно стрижки волос в этот день, то постарайтесь не делать необдуманных поступков и не стригите волосы. Стрижка не принесет вам пользы и, скорее всего, ухудшится состояние кожи головы. Всерьез подумайте об отмене записи к парикмахеру, иначе этот визит может привести к неприятным последствиям и к серьезным заболеваниям. Сегодня без особого ущерба вы сможете позволить себе нарастить волосы, не только лишний раз удостоверьтесь в качестве волос. И вечером, чтобы снизить напряжение, поваляйтесь в расслабляющей ванной. Не забудьте сегодня сделать питательную маску для волос и лица. Также вы сегодня можете сделать прическу в виде нимба. Это активизирует вашего ангела-хранителя. Также остерегайтесь сегодня и разлить молоко, потому что это не к добру. Реже смотрите в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах.